Устройство Омега – самое сильное оружие в мультивселенной. Буквально за 1 секунду оно может уничтожить все варианты определенного существа из всех возможных реальностей, которых по идее насчитывается бесконечное множество. И от этого оружия не спасет ни бессмертие, ни проект Феникс, который не единожды спасал множество Риков. И встает очевидный вопрос, как же работает это устройство? Перед тем, как разобраться в этом вопросе, нужно понять, как работает проект Феникс. Ведь несмотря на то, что Рик отказался от проекта Феникс, после смерти он переместился в капсулу, но в другой вселенной. И по логике, это тело было создано и выращено именно в этой вселенной. Но почему-то, несмотря на это, когда Рик перезапустил путешественников, он попал в свою родную вселенную. Хотя до этого нам не один раз показали, что он уже пользовался проектом Феникс. И как минимум он должен был попасть туда, где его тело и было создано. Но несмотря на это, все путешественники после перезагрузки портальной жидкости попали именно в свою вселенную. Проект Феникс работает так, что после смерти ученого, его разум переносится в одного из клонов. Но так как Рик путешествует не просто по космосу или же по Земле, ведь он перемещается между вселенными, машина по его возрождению работает немного иначе. Все Рики настраивают машину так, чтобы эта машина в первую очередь отслеживала именно их разум. Но из-за того, что все Рики по сути являются Риком, то иногда проект Феникс перехватывает разум ученого в случаях, если это раньше не сделала машина из другой вселенной. Что может произойти только в случаях, когда ученый сам отказался от этого проекта и в ходе какой-то стычки погиб. Но почему же тогда, если Рик перезапустил путешественников, то он не попал во вселенную, где было создано его тело, а вернулся в свою родную вселенную, откуда он родом? Думаю, портальная жидкость работает так, что она отслеживает не тело, которое прошло через порталы, а именно разум. Неважно, в какой оболочке ты будешь перемещаться по вселенным, портальная жидкость будет запоминать именно строение твоего разума. И в случае перезапуска путешественников она отправит его в родную вселенную. Но в случае, если этот человек погиб, то в родную вселенную переместится его оболочка, в которой последний раз был его разум. Потому что, как мы видим, после перезапуска путешественников зеленым свечением начали моргать не только живые, но еще множество трупов, которые остались после взрыва цитадели. И я думаю, что все эти трупы Риков были убиты окончательно. И проект Феникс на них не сработал. Это можно доказать тем, что когда Рик попал в родную вселенную, кроме самого Рика, туда больше никто не вернулся. Что я имею в виду? Дело в том, что Рик, как я уже говорил, использовал проект Феникс не единожды. И если бы все трупы Риков возвращались в родные вселенные, то как минимум один труп вернулся бы вместе с Риком. Если даже предполагать, что трупы возвращаются в те вселенные, в которых они были созданы, вне зависимости от того, находится в них разум уже или нет, то в родную вселенную Рика С-137 как минимум вернулось бы его тело, которое было изначально создано в этой вселенной. Тело, в котором он родился и вырос. Но этого не произошло, и ни один труп не вернулся в эту вселенную. А если же те трупы Риков светились и смогли переместиться в свою вселенную, то значит они окончательно умерли. А перед тем как продолжить, хотел бы обратить ваше внимание на то, как мало людей смотрят меня с подпиской. Если ты уже не первый раз на моем ролике, подпишись на канал, этим ты очень сильно мне поможешь, ведь моя цель это 10 тысяч подписчиков. А также не забывайте про мой телеграм-канал, там я публикую новости насчет роликов. Подводя итоги, мы можем понять, в случаях, когда ученый умирает и его разум не переносится в новое тело, после перезапуска путешественников в родную вселенную возвращается только оболочка. Но если же Рик уже успел обрести новое тело, то именно в нем он перемещается в свою родную вселенную, откуда он родом. Но для чего нам нужна эта информация и при чем тут проект Омега? Дело в том, что это пока не весь пазл. И для того, чтобы понять, как работает проект Омега, мы должны вспомнить, как Рик в одной серии от отчаяния хотел убить себя. И перед этим выпил какую-то жидкость. В одном из интервью авторы рассказали, что эта жидкость синхронизирует все твои копии. И если бы Рик тогда смог покончить с собой, он бы умер окончательно. Ведь все его копии в пределах центральной конечной кривой навсегда бы исчезли. А альтернативные версии ученого умерли бы вместе с ним. То есть тут мы уже можем увидеть сходство с проектом Омега. Но проект Омега настолько сильное оружие, что оно рассчитывает вариант с бесконечным количеством вселенных. И уже вспоминая, как работает портальная жидкость и проект Феникс, мы можем предположить, что та жидкость синхронизировала все варианты разума Рика, которые находились в пределах центральной конечной кривой. Думаю, проект Омега основан на той самой жидкости из пробирки, только во много раз усиленной, а также на улучшенной версии портальной жидкости. Также думаю, что лучи, которые выходят из устройства Омега, как-то связаны со вселенными. То есть именно по этим каналам передается информация по всей мультивселенной. Но может быть так, что Рик Прайм просто решил выпендриться, как делают все Рики. Дичь какая. Жидкость из колбы синхронизирует все копии определенного человека, а портальная жидкость отслеживает и уничтожает их. Ведь если немного по-другому смешать эту портальную жидкость, то она не переместит тебя в другую вселенную, а уничтожит. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, заходите в мою телегу, лайки, комментарии, все такое. А я погнал.